В этом видео я покажу 20 главных и бесплатных достопримечательностей Зальцбурга, которые можно посмотреть за один день. Вы увидите все самые красивые места в городе, и я покажу, как их найти, а также, как добраться на общественном транспорте. Вы узнаете цены на еду, и я расскажу, как недорого попасть в Зальцбург из других стран Европы, а также, какие города можно выгодно посетить, находясь в этом австрийском городе. И, конечно, я дам несколько важных советов касаемо отдыха в Зальцбурге и расскажу об особенностях данного австрийского города. Если говорить про общественный транспорт Зальцбурга, он состоит из автобусов, троллейбусов, фуникулера, электричек и поездов. Для передвижения внутри города используют автобусы и троллейбусы, причем номера тех и других не повторяются и состоят из чуть более 20 маршрутов. Время работы транспорта с 6 утра и до 11 вечера. Ходит он с интервалом 10 минут. Есть маршруты, которые курсируют в выходные дни до без четверти часу ночи. К ним относятся номера 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10. Остановки автобусов в Зальцбурге обозначаются зеленой буквой H в кружочке на желтом фоне. На всех остановках указаны номера транспорта, который их проходит, и расписание их пути маршрута. Вообще Зальцбург город небольшой, поэтому его всего можно обойти пешком, и даже с того же вокзала можно прогуляться и за полчаса оказаться в центре города, так как расстояние там около 2–2,5 километров. Если же вы хотите доехать, то от вокзала до центра города ходят автобусы 1, 2, 3, 5 и 6. Можно также добраться до центра города из аэропорта на автобусе 10. Билеты для проезда на автобусе и троллейбусе общие. Цена зависит от того, где именно вы купите билет и какой вид проездного будет выбран. Билеты продаются в кассах на железнодорожном вокзале, в табачных и газетных ларьках, в автоматах на некоторых остановках, на официальном сайте и у водителей. Дешевле всего покупать онлайн на сайте или в автомате и табачных ларьках. Правда, в ларьках можно купить только сразу 5 бумажных билетов, по одному не продают. Дороже всего покупать непосредственно у водителя. Выделяют такие виды билетов. Первое. Одноразовый билет на одну поездку, цена которого составляет 2 евро 20 центов. С этим билетом в течение часа можно делать пересадки на любой вид транспорта в Зальцбурге. Если покупать в киосках сразу 5 таких билетов, то цена выйдет 2 евро 10 центов за один проездной. У водителя цена составит 3 евро. Следующим видом билета является проездной на сутки, который действует 24 часа с момента его активации. Цена билета составляет 4 евро 50 центов. Если покупать у водителя, то 6 евро 40 центов. Также выделяют проездной на неделю за 19 евро и месяц за 59 евро. Если вы в Зальцбурге проездом, то смысла в дневном проездном особого нет, поскольку город маленький и его можно пешком всего обойти, поэтому актуальным будет просто купить одноразовый билет онлайн или в кассе или в автомате. Кстати, учитывайте тот факт, что автоматы не принимают купюры, только монеты. После покупки билета его нужно прокомпостировать в специальном автомате, который находится внутри транспорта. Таким образом, вы активируете свой проездной билет. Штраф за безбилетный проезд составляет 85 евро. Можно также купить Зальцбург Карт на 24 часа, 48 часов или 72 часа. Цены указаны на сайте. При ее покупке можно пользоваться бесплатно общественным транспортом, а также бесплатно посетить многие музеи в городе. Кстати, из Зальцбурга можно добраться до таких городов, как Мюнхен, Берлин, Прага и другие в пределах 15–35 евро, в зависимости от дня и вида транспорта. Можно доехать как на автобусе, так и на поезде. Соответственно, и из этих стран-городов можно на том же поезде легко добраться до Зальцбурга. Некоторые также любят совмещать Зальцбург с Веной и с Гальштатом, еще одним красивым городом Австрии. Туда можно доехать с пересадками за 10–15 евро. Также бюджетно добраться до Зальцбурга можно и из Украины. В нынешних реалиях это можно сделать только посредством автобуса. В частности, те же автобусные туры в Европу, которые стартуют от 100 евро и выше, в зависимости от количества дней и стран, которые вы посетите в данном туре. В перечень услуг входят некоторые обзорные экскурсии, а также все переезды и проживания в гостиницах на завтраках. Либо же, как вариант, можно автобусом доехать до той страны, где выгодны перелеты в Австрию. В общем, вариантов хватает. Просмотр достопримечательностей мы начали с остановки Justice Gebaut. Сюда за полчаса можно дойти пешком от вокзала, либо доехать на 5-м номере автобуса, который также проходит вокзал. Первое, что мы увидим, это мост Кэролайн, а дальше можно будет дойти до церкви Кашетанер, увидеть Нонбергское аббатство, Капитель-плац, крепость Хоензальцбург, кафедральный собор, Дом-плац, францисканскую церковь, аббатство Святого Петра, Резиденц-плац и площадь Моцарт-плац.
Город Зальцбург поделен на две части – старый город и новый, разделенный рекой Зальцах. Исторически старый город расположен на левом берегу реки и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь и расположены в основном все достопримечательности Зальцбурга, самой главной из которых является площадь Резиденцплац, облик которой, кстати, сохранился еще с XVIII века. И, конечно, город знаменит еще тем, что здесь родился великий композитор Моцарт, чей дом расположен на знаменитой туристической улице Гетрайдегасе, где также расположено большое количество различных магазинов. С площади Капительплац открывается красивый вид на крепость Хоензальцбург, на которую можно подняться либо бесплатно пешком или посредством фуникулера. Он является одним из старейших в Австрии. Из кабинки фуникулера открывается красивый вид на город. Билет в крепость, а также музей и подъем на фуникулере стоит 10 евро 80 центов для взрослого и 4 евро 40 центов для ребенка. Есть билеты и дороже, которые включают посещение дополнительных достопримечательностей. Их купить можно на официальном сайте крепости, которая работает с 9:30 утра и до 5 вечера. Или прямо на месте в кассе, но тогда цена будет немного дороже. Аббатство Святого Петра. Вход бесплатный. Часы работы с понедельника по пятницу с 8 утра и до полседьмого вечера. Суббота и воскресенье выходной. Здесь, кстати, в зимнее время есть интересная локация, несколько красивых новогодних декораций, где можно сделать бесплатно красивые фотографии. Вход туда расположен сбоку с правой стороны. Зайдя внутрь, вы увидите несколько помещений с различными новогодними украшениями. Отсюда недалеко расположена и францисканская церковь, которая является одним из старейших храмов города Зальцбурга. Вход свободный, часы работы каждый день с 6:30 утра и до полвосьмого вечера. От площади Моцартплац можно дойти до самого маленького дома в Зальцбурге и увидеть также дом рождения Моцарта, после чего прогуляться по знаменитой улице Гетрайдегасе, а дальше пройтись до церкви Коллегианкирхе и Святого Блазиуса, после чего дойти до красивого моста Макартштег, парка и дворца Мирабель, а потом подняться на гору Капуцинерберг, где открывается очень красивый вид на город. Что касается кафе в Зальцбурге, популярностью здесь пользуются итальянские пиццерии с ценами на пиццу от 8 евро и выше, а также турецкие забегаловки, где можно купить за 6 евро классический кебаб. Более бюджетные цены на еду можно встретить в заведениях быстрого питания, которые расположены в крупных супермаркетах. Также в Зальцбурге можно увидеть большое количество ларьков с уличной едой, а именно ларьки с сосисками, выпечкой, а также различные кондитерские, где можно попробовать знаменитый десерт Моцарт. Венские колбаски стоят от 3-4 евро. Обед в фастфуде обойдется в 5-8 евро. Конечно, чем ближе заведение к центру города, тем цены выше. В среднем комплексный обед обойдется в 9-10 евро. Кстати, с конца ноября до конца декабря в Зальцбурге работают рождественские ярмарки на площади Домплац, Капительплац и Резиденцплац, где также можно попробовать местные блюда, купить различные сувениры и зимнюю одежду с украшениями. К тому же здесь есть много красивых рождественских локаций для красивых фотографий. На карте я обозначила несколько вариантов кафе в Зальцбурге. Чтобы их найти, нужно в бесплатном навигаторе Maps.me указать те названия, что показаны на карте. У каждого кафе есть официальный сайт, где можно посмотреть цены на меню. После прогулки по садам Мирабель можно отправиться на гору Капуцинерберг, где открывается очень красивый панорамный вид на город. Чтобы туда попасть, нужно преодолеть не один десяток ступенек, так что нужно будет подготовиться к продолжительному подъему. Но обзорный вид реально этого стоит. Все эти достопримечательности можно найти в бесплатном приложении навигаторе Maps.me, где, указав их названия, которые я показывала на карте, можно легко их найти. Также в описании к ролику я прикрепила документ «Инструкция Зальцбурга», где тезисно расписала всю необходимую информацию, о которой здесь рассказала. Плюс ко всему, там есть нужные названия достопримечательностей для навигатора Maps.me. Кстати, возле кафедрального собора есть бесплатный питьевой автомат. Также есть бесплатный туалет, расположение которого указано на карте. Ну а теперь несколько советов.
Погода в Зальцбурге чаще пасмурная и можно застать дождь, поэтому имеет смысл взять с собой зонт или плащ. Также в городе немало обзорных площадок, на которые придется подниматься по ступенькам, поэтому лучше всего сюда ехать в удобной обуви. В любом случае ходить придется долго, если вы приехали всего на 1-2 дня и есть желание посмотреть как можно больше достопримечательностей. Чтобы путешествие было комфортным, можно сохранить на телефон карту с общественным транспортом в Зальцбурге. Подобные карты, как и карта города, как правило, выдаются в специальных киосках на железнодорожном вокзале. Также учитывайте момент, что если вы приезжаете сюда зимой, световой день будет короче, и, соответственно, в светлое время суток вы можете не успеть осмотреть все достопримечательности. Но зато плюсом будет наличие рождественских ярмарок, так что тут уже вам выбирать приоритеты. Позже я выложу обзор, что можно привезти из Зальцбурга, какие цены на товары, где это все купить дешевле и как найти нужные магазины. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, а также жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеообзоры.